Привет, друзья! Сегодня, как вы уже догадались, у нас будет мастер-класс, посвященный изготовлению вот такого красивого зайчишки. Я, конечно, очень-очень извиняюсь за то, что я давно не делала никакие мастер-классы, у меня было много других забот. Я получила заказ изготовить вот такие вот детские пинеточки с канзаши элементами. Вот так вот коробочка выглядит. Коробочку я сделала тоже сама. Вот так это выглядит в упакованном виде. Также меня попросили изготовить абажур для настольной лампы. Но он находится еще в разработке. Еще между делом я снимала другие видео, редактировала, загружала их на YouTube для вас, мои друзья. Также по субботам я веду уроки музыки для детишек в частной школе. И еще моя подруга предложила продавать мои игрушки в ее магазине. Поэтому много всего чего произошло. По вашим просьбам этот мастер-класс я постараюсь сделать более подробным, чтобы не упустить никакие моменты. Также хочу сказать, что у меня есть группа ВКонтакте, где вы можете посмотреть все мои игрушки и другие изделия ручной работы. Ссылку я дам в описании под этим видео. Сейчас давайте приступим к изготовлению нашего зайчика. Для этого вам понадобится пряжа. У меня это пряжа Минада. Здесь написано, что это 100% пан, что значит полиакрил 100%. По материалу, по свойствам своим она напоминает шерсть. Примерно вот такой вот толщины. И крючочек размером 1,65 мм. Сразу скажу, что схема не моя, я ее нашла на сайте Pinterest, да простят меня хозяева. Начинаем с вами с головы, точно так же, как в моем предыдущем видео, тогда, когда мы с вами делали мишутку. Значит, берем нашу ниточку, оставляем хвостик небольшой, складываем в петлю и продеваем нашу петлю через основную нить. Получается вот такая вот петелька. Мы ее с вами затягиваем. Это первая воздушная петля. Делаем вторую и третью. Третья петля — это у нас с вами столбик без накида. Первый. И еще нужно таких 5 штук. Втыкаем, продеваем наш крючок в первую петельку, вытаскиваем. Это у нас столбик номер 2, столбик 3, 4, 5 и 6. 6 столбиков без накида. Соединяем в нашу первую петлю. Вот у нас получилось с вами кольцо амигуруми. 6 столбиков без накида. Теперь делаем воздушную петлю. И следующую, которая у нас вот здесь петелька видна, делаем 2 столбика без накида, второй, и теперь точно так же в каждую последующую петлю делаем по 2 столбика, то есть мы делаем с вами прибавки. Должно всего получиться 12 столбиков без накида. Вот у нас здесь 2, 3, в этот же 4, в следующий 5, в этот же 6, следующий 7 и 8, в следующий 9 и 10, и в следующий 11 и 12. Вот у нас получилось 12 столбиков без накида. Теперь у нас есть с вами воздушная петля здесь внизу и рядышком та, в которую мы должны с вами соединить. Вставляем крючок в эту петлю, поддеваем и просто продеваем через 2. Вот мы соединили с вами ряд. Получилось 12 прибавок. Теперь воздушная петля, и в эту же мы с вами будем делать столбик без накида. Продеваем
столбик есть. Теперь видно, где у нас начинается ряд. Дальше в следующую петлю прибавка, то есть 2 столбика без накида. Первый, второй. В следующую петлю 1 столбик без накида. В следующую прибавка, то есть 2 столбика без накида. И так мы с вами выполняем до конца ряда. В одну петлю 1 столбик без накида, во вторую петлю 2 столбика без накида. Выполняем. Мы с вами закончили ряд. Должно получиться в общем числе 18 столбиков без накида. Теперь мы видим ту же самую нашу петлю воздушную внизу. Ее мы не трогаем и не трогаем подъем, который вот у нас здесь. А соединяем столбик без накида, вот первый, который мы с вами делали. Продеваем крючок и вытаскиваем нашу петлю через обе. Вот мы закончили с вами ряд. Следующий ряд будет 2 столбика без накида и 1 прибавка. Выполняем. Воздушная петля. В эту же 1 столбик без накида. В следующую еще 1 столбик без накида. А в третью петлю делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида. Еще раз. В следующую петлю столбик без накида первый. В следующую второй и в третью петлю делаем прибавку. Точно так же выполняем до конца ряда. Вот мы закончили с вами ряд. Точно так же соединяем, пропуская, условно говоря, 2 воздушных петли. То есть вот у нас хорошо видно, где начинается столбик, верхняя его петля. Вот в нее мы и проталкиваем. Продеваем крючок и соединяем наш ряд. Следующий ряд будет 3 столбика без накида и 1 прибавка. Делаем воздушную петлю, в эту же выполняем столбик без накида. Первый, в следующую петлю второй и в третью петлю третий столбик без накида. И в четвертую петлю делаем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Еще раз. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. А в четвертую делаем прибавку. Прибавка. И так до конца ряда. Мы с вами завершили этот ряд. Соединяем точно таким же способом. Соединили. Следующий ряд будет 4 столбика без накида и 1 прибавка. Воздушная петля, в эту же столбик без накида первый, следующую второй, следующую третий, дальше четвертый. И в пятую петлю мы делаем прибавку. Продолжаем так до конца ряда. Довязали ряд до конца, соединяем. Следующий ряд 5 столбиков без накида и 1 прибавка. Воздушная, в эту же первый столбик, в следующую второй, третий, четвертый, пятый, а в шестую делаем прибавку. Так продолжаем до конца этого ряда. Довязали ряд до конца, соединяем. И последний ряд с прибавками, 6 столбиков без накида и 1 прибавка. Вот у нас даже видно уже формируется голова. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, в следующую второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой. В седьмую петлю делаем прибавку. 2 столбика без накида, 1. Далее в следующую снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой и в седьмую делаем прибавку. Выполняем до конца ряда. Закончили с вами ряды с прибавками. Соединяем наш последний ряд. Теперь мы с вами провяжем 5 рядов без каких-либо изменений. Без убавок, без прибавок, просто как они есть. Должно здесь быть 48 петель. Воздушная петля. В эту же первый столбик без накида, второй, третий. И так вяжем до конца ряда. Мы с вами провязали 48 петель. Соединяем наш ряд. Это был первый ряд. Еще нужно таких 4, без всяких изменений. После того, как мы с вами провяжем 5 рядов без изменений, по 48 столбиков без накидов, начинаем вязать наши убавки. Для этого соединяем наш ряд. Значит, провязываем, вяжем 6 столбиков без накида и 1 убавку. Воздушная петля, в эту же первый столбик, в следующую второй, в следующую третий, далее четвертый, пятый, шестой. Убавку провязываем, проталкиваем крючок в следующую петлю, тут же проталкиваем в следующую. Вот у нас получается 3 петли на крючке и соединяем вот такой вот петелькой. У нас получилось, что 2 петли провязаны в одну. Еще раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Проталкиваем крючок в следующую петлю, вытягиваем. Теперь опять в следующую, снова вытягиваем и протаскиваем нитку через все 3. Вот наша убавочка. Делаем так, провязываем так до конца нашего ряда. Ряд у нас закончился убавкой, точно так же мы соединяем. Теперь следующий ряд, 5 столбиков без накида и 1 убавка. Все по тому же принципу. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, следующую второй, далее третий, четвертый, пятый, убавка. В следующую петлю протягиваем нашу нитку, в следующую еще раз протягиваем. Вот они у нас 2 петли. И вытаскиваем через все 3 нашу ниточку. Вот убавка. Еще раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Следующую протаскиваем, следующую протаскиваем, протягиваем нитку через все. Так провязываем до конца ряда. Провязали наш ряд до конца, соединяем. Вот у нас уже голова уменьшается. Следующий ряд 4 столбика без накида и 1 убавка. Воздушная, в эту же первый столбик, второй, третий, четвертый. Выполняем убавку, протягиваем в 2 петли, соединяем в 1. Далее следующую. Первый столбик, второй, третий, четвертый и выполняем убавку. Провязываем так до конца ряда. Следующий ряд 3 столбика без накида и 1 убавка. Воздушная, в эту же первый столбик, в следующую второй, в следующую третий и провязываем убавку. Все точно так же. Первый столбик без накида, второй, третий,
и 1 убавочка. Провязываем так до конца ряда. Вот мы закончили вязать наш ряд. 3 столбика без накида и 1 убавка. Вытаскиваем нашу петлю немножко побольше. Выглядит голова нашего зайчика. Здесь вы можете заметить шов. Это начало каждого ряда. Но этот шов мы с вами пустим по боку и закроем ушками, ручками, так что его не будет слишком сильно видно. Теперь приступаем к изготовлению туловища.
Для тела делаем все то же самое. Изготавливаем петлю. Подхватываем, протягиваем. Наша основная рабочая ниточка. Это у нас первая воздушная петля. Делаем таким образом еще 2. Всего должно получиться 3. И третья петля, это у нас уже столбик без накида. Теперь в первую проталкиваем крючок, подхватываем, провязываем столбик без накида. Это столбик без накида номер 2. Всего нам нужно 7. Вяжем третий, четвертый, пятый, шестой и 7. 7 штук. Теперь соединяем с нашей первой петлей. Вот у нас готово 7 столбиков без накида. Теперь делаем 14 прибавок. То есть в каждую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Делаем воздушную, следующую, которая перед нами петелька, провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида, следующую опять 2, третий, четвертый, следующую 5 и 6, далее 7 и 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Провязали 14 столбиков без накида, получилось кольцо. Теперь вот здесь хорошо видно, где мы провязали последнюю с вами петлю. Следующая у нас остается пустая, мы ее не трогаем, и через одну мы соединяем соединительным столбиком. Вот так. Вот он наш кругляшочек. Теперь выполняем 1 столбик без накида и 1 прибавка. Воздушная в эту же, первый столбик без накида, в следующий у нас идет прибавка, 2 столбика без накида. В третью петлю снова столбик без накида, в четвертую 2 столбика без накида. Получается 1 столбик без накида, 1 прибавка. Выполняем так до конца нашего ряда. Мы провязали с вами ряд до конца. Соединяем точно так же, как мы соединяли голову, пропуская, условно говоря, 2. То есть мы пропускаем с вами нижнюю петлю и пропускаем вот эту вот петлю подъема. И где у нас начинается ряд, мы соединяем соединительным столбиком. Вот у нас готов третий ряд. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. Воздушная петля, в эту же первый столбик, в следующую второй столбик, в третью петлю прибавка. Далее в следующую первый столбик снова, в следующую второй столбик и в третью петлю прибавка. Выполним так до конца ряда. Довязали ряд до конца, соединяем. У нас получилось 28 петель. Теперь следующие 3 ряда мы будем вязать без изменения, то есть 28 петель. Воздушная в эту же первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее до конца ряда. Это будет у нас первый ряд, и еще точно так же сделайте второй и третий. После того, как провязали 4 ряда без изменений, начинаем убавлять наше туловище. Провязываем 2 столбика без накида и делаем 1 убавку. Воздушная петля, в эту же столбик первый без накида, второй и убавочка. Следующую снова первый столбик, следующую второй, третью и в четвертую у нас идет убавка. Провязываем так до конца ряда. Мы с вами провязали ряд 2 столбика без накида и 1 убавка. Соединяем, протягиваем петлю подлиннее. Теперь нужно наполнить наше туловище.
у нас остался последний ряд. Один столбик без накида и одна убавка. Воздушная петля в эту же первый столбик без накида и одна убавка. Еще раз столбик без накида и одна убавка. Так провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, соединяем с предыдущей соединительным столбиком, вытягиваем нашу петлю и теперь прячем конец нитки в соседних петлях. И убираем его в наше туловище. Точно так же, как с головой, заполняем все пустые места. Вот такое малюсенькое туловище у нас получилось. Точно так же придаем ему небольшую круглую форму. И теперь приступаем к изготовлению ручек. Берем наш основной цвет, изготавливаем петлю. Еще 2 воздушные. И теперь протягиваем в первую петлю, подхватываем, провязываем столбик без накида. Это по счету у нас будет второй. Всего нам нужно 6. Третий, четвертый, пятый, шестой. Соединяем соединительным столбиком с предыдущей. У нас получилось 6 столбиков без накида в кольцо. Теперь воздушная петля, и нам нужно сделать 1 столбик без накида и 1 прибавка. Делаем 1 столбик без накида, следующую у нас будет прибавка, далее 1 столбик без накида, 1 прибавка, и еще раз 1 столбик без накида и 1 прибавка. У нас должно получиться 9 петель. Соединяем через одну, просто соединительным столбиком. Вот у нас закручивается уже ручка, ее мы выворачиваем на лицевую сторону. Следующий ряд у нас без изменений. Провязываем 9 столбиков без накида. Воздушная петля в эту же петлю. Первый столбик, в следующую, второй, далее, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. Вот у нас начало ряда. Соединяем. Вот у нас уже формируется ручка. Край нитки можете либо обрезать, либо просто спрятать вовнутрь, чтобы он вам не мешал. Следующий ряд у нас опять 6 петель. Должно получиться, значит, делаем воздушную, 1 столбик без накида и 1 убавка. Еще раз столбик без накида, 1 убавка. И третий раз столбик без накида и 1 убавка. Выполнили так до конца ряда. Соединяем. Вот получилась ручка. И теперь провязываем 3 ряда
без изменений. Воздушная, в эту же первый столбик без накида, следующую второй, наша ручка готова, соединяем, протягиваем длинную петлю, обрезаем, прячем точно так же наш край в соседних петлях и убираем его вовнутрь нашей ручки. Точно таким же способом изготовьте вторую. Теперь будем вязать ножки. Мне захотелось чего-то яркого, поэтому контрастный цвет у меня будет вот такой. Вы можете взять совсем любой другой цвет, либо просто сделать однотонные. Ну, мне кажется, вот хорошее сочетание. Подошва у нас будет вот такого цвета. Начинаем мы с вами точно так же, как и все остальные детальки. Делаем петельку, соединяем и вытаскиваем через основную петлю. Провязываем 2 воздушные и делаем 5 столбиков без накида в первую петельку, второй, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Соединяем с нашей первой петлей, 6 столбиков без накида, провязываем 12 прибавок, воздушная, следующую 2 столбика без накида, следующую 3 и 4, следующую 5 и 6, далее 7, 8, далее 9, 10, следующую 11 и 12. Соединяем через одну. Вот у нас получилось наше колечко. Теперь воздушная петля, в эту же 1 столбик без накида, в следующую прибавка, в третью петлю столбик без накида, в четвертую прибавка. Так до конца ряда. Мы с вами провязываем последнюю петлю, провязали 1 столбик без накида, в эту же второй столбик, но не провязываем и подхватываем наш основной цвет и проталкиваем его через 2 наши петли, хвостик убираем и теперь уже соединяем наш ряд с новым цветом. Это для того, чтобы перемена цвета не была заметна. Теперь провязываем 3 ряда без каких-либо изменений. Должно получиться 18 петель. Воздушная, в эту же первый столбик без накида, следующую второй и так далее до конца ряда. Довязали до конца, пропускаем нашу первую белую петельку и петлю подъема и соединяем наш ряд вот таким образом. Теперь переход цвета не так сильно заметен, можно с обратной стороны подтянуть все хвостики